Ну что, друзья, всех приветствую на своем канале Филоненко Лайф. И наконец-то, ребята, рыбалка. Мы выбрались на рыбалку. Вот так это все выглядит. Но это пока я все сгрузил с машины. И сейчас буду раскладываться. Штатив поставил. Речка. Привет, красавица, как я по тебе соскучился. В общем, настроение классное. Не был на рыбалке уже с той весны. То есть, я все лето просрал, не был на рыбалке, были свои обстоятельства. Но что поделать? Вон утки там бесятся вдали. Буду сейчас раскладываться, все самое интересное, как обычно, покажу, расскажу. И начнем ловить рыбу. Руки трусят, ждут фидера. Красота, да, ребят, какая. Листочки падают. Сегодня, кстати, погода хорошая. 14 градусов днем обещают, но сейчас градусов 10. Ветра нет, очень классно. Правда, грязновато здесь немного. Ну и небольшая свалочка есть. Сейчас вам покажу. Но это как обычно. Как обычно, когда приезжаешь в именитые места, люди свиньи за собой не убирают. Тут уже, как сказать, ничего с этим не поделать. Я всегда за собой убираю, вот. Есть пакетик, где лежит сейчас наживка. И этот пакетик с моим мусором уедет на мусорку. Оп, чуть камеру не уловил. Ребята, микрофон беспроводной новый. Не знаю, как будет звук. В общем, посмотрим. И надеюсь, все будет круто. Начнем ловить. Стульчик поставлю, я думаю, где-то вот здесь вот. Сейчас так сверху дерева, чтобы кидать. Хотя вот отсюда тоже вполне себе кидать будет нормально. Сюда вниз в грязь совсем спускаться не хочу. Или тут сяду. Ну, в общем, сейчас посмотрю. Привет, друзья. Уточки. Здорово. Так что все, ребят, сегодня у нас не такси. Сегодня у нас рыбалка, отдых, кайф, хорошее настроение и все тому подобное. Заехал с утра на садовод. Взял мотылика, опарыша. Чуть-чуть ароматики там кое-какой. Прикормка была в гараже. Там, скажем, миксы Дунаев и фишинг. Лещ, плотва. В общем, все покажу. Что намешаю, то покажу. И начинаем раскладываться. Для вас это 30 секунд. Для меня это минут 10-15. И потом начнем мешать прикормку. Ну что, ребят, немножечко разложился, и сейчас самое время замешать прикормку. Замешивать мы сегодня будем Дунаев черная плотва, F-Fishing черный лещ и F-Fishing лещ река. Почему, ребят, такой выбор? Ну, F-Fishing лещ река крупная фракция, которая нам нужна на реке. Корм инертный, ложится на дно. Черный лещ, он немножко более активный, но тоже инертный корм, но он черного цвета, и фракция у него поменьше. И Дунаев черная плотва — это активный корм с всплывающими частицами, с мелкой фракцией и тоже черная. Здесь очень много семечек конопли и всякому тому подобное, что будет всплывать. Почему, ребят, такой состав? Ну, во-первых, потому что это у меня было.
Мешают двух производителей, это не очень хорошо, но я думаю, ничего страшного не случится. Плотва — активный корм, который привлечет рыбку. Есть всплывающая часть, муть, которая привлечет рыбку с всяких сторон. Лещ черный, лещ река — это корм, который будет лежать на дне. То есть он очень инертный, он будет лежать на дне, и рыбка будет им питаться. Черный цвет, ну, потому что уже вода прохладная, и зимой, когда прохладно, я вам рекомендую использовать темные цвета прикормки. Мешать все будем шуруповертом с венчиком. Сначала, ребят, обязательно перемешиваем сухой состав, чтобы все наши компоненты перемешались, и только потом добавляем воду. Ну вот мы сделали первое увлажнение, прикормка как будто бы готова. Но сейчас она впитает в себя воду и станет опять сухой. Ты втираешь мне какую-то дичь. Дойдем ей постоять минут 10 и пока продолжим собираться. Ребят, сколько добавлять воды? Тут все интуитивно. Каждая прикормка, каждый вид прикормки пьет по-своему воду. Я эту прикормку знаю, поэтому я не боюсь сразу бахнуть сколько-то там воды. Но я вам советую, если вы не знаете, сколько прикормка пьет воду, просто по чуть-чуть добавляйте и мешайте. Можно руками, просто венчик, он намного быстрее, скажем так, сам процесс делает. Уточки, идите отсюда. И добавляйте по чуть-чуть, и вы сами поймете. Прикормка должна начать лепиться, но в то же время легко распадаться. Ладно, ждем, пока она увлажнится, пока дальше собираемся. Потом включусь и покажу вам, все расскажу. И да, ребята, мусор за собой убираем. Специально отведенный пакетик всегда у вас должен быть такой на рыбалке. Закрываем крышечку, чтобы не выветривалось. И пока занимаемся, доснащаем удочку, промеряем дно. Все, в общем, покажу. Вернее, расскажу. Ну что, ребят, точку лова я нашел. Чуть позже расскажу, где и как. Теперь, что нам надо сделать дальше? Мы заклипсовали эту точку лова на клипсе, дистанцию. Есть такие маркерные колышки. Одеваем вот так кормушечку. Расслабляем фрикцион. И вот так вот обводим. Раз. Еще чуть расслабить. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вот так вот. Видите, здесь есть веревочка между ними. И вот такой хоп, подвигаем. Для чего нам это нужно? Так, берем фидер, опять затягиваем катушку и наматываем. Для чего нам это нужно? Ребят, между колышками ровно 3 метра. Мы отсчитали 9, и вот где мы желтенькой кружочек поставили, почти 10 получилось. Это значит, что дистанция у нас 28,5 метров. Что нам это дает? Это нам дает, во-первых, у нас есть понимание, на какой дистанции мы ловим,
А во-вторых, в случае обрыва, ну мало ли оборвали там, отстрелило, мы всегда сможем восстановить дистанцию и ловить в том же самом месте. Весь смысл фидерной рыбалки в том, что мы всегда ловим в одном и том же месте. Кормим одну и ту же точку, ловим в одном и том же месте. Что-то тут запуталось. Не хочет. Ладно, сейчас посмотрим. Есть, конечно, много других способов. Можно посчитать просто обороты катушки и понять, на какой дистанции вы остановились. И также в случае обрыва по оборотам катушки восстановить эту дистанцию. Но мне удобнее вот так вот колышками это все устанавливать. Хотя, ну, не часто случаются обрывы. Но учитывая, что все лето снасти пролежали в гараже, и я не знаю, что стало с шнуром, это будет, скажем так, дополнительная страховка. По прикормке, ребята, по прикормке. Как вы видите, она стала полностью сухой, она практически не лепится. Перемешиваем ее еще один раз шуруповертом. И вот она совершенно сухая. Добавляем еще водички. Но второй раз уже мы добавляем не очень много воды, потому что она сейчас сразу станет липкой. Вот она сразу стала липкой. И пускай еще пока что постоит минут 5, а мы пока еще кое-какие доработочки сделаем и начнем уже ловить. Как вы видите, у меня есть вот такая вот банка опарыша. Здесь литр, ну, у меня здесь грамм, ну, опарыш литрами считается, миллилитров 800. А есть вот такая вот тара с водой. Вот такая вот. Тут сеточка. Вот, видите, в ней вода налита. Сюда мы высыпаем нашего покупного мотыля. Вот так вот плюх. И все. Вот так он там барахтается. Что нам это дает? Сейчас весь живой мотыль пройдет через сеточку, а мертвые личинки мы просто выкинем. Опарыш нам нужен для того, чтобы резать его. Тоже позже покажу. Прикормка получилась черная. Если же вы купили желтую прикормку, ребят, продается краска специальная, рыболовная, чтобы покрасить прикормку. Так как я уже сказал, что лучше всего использовать по холодной воде темную прикормку. Это все мы убираем в сторону, чтобы нам не мешало. Вот так вот. И что мы делаем дальше? Дальше мы убеждаемся в том, что у нас, скажем так, все удобно на столе. Есть наживка, есть прикормка, есть экстрактор, благодаря которому можно у рыбы изо рта вытащить крючок, если она заглотила. Есть шоколадка перекусить, термос с горячим вкусным чаем. То есть можно присаживаться. Да, ребят, еще не забываем, самое главное тряпочка, чтобы вытирать руки.
Теперь что мы делаем? Мы не одеваем сразу крючок. Мы берем и кидаем стартовый закорм. Стартовый закорм я рекомендую делать кормушек 7-8. То есть мы определили точку, где мы будем ловить. Мы знаем точную дистанцию. Вот видите, у нас по клипсе отбилось все. Теперь нам просто самое главное, по точке понимать ориентир, где он был. У меня это там кромка камыша. Все. И я теперь закармливаю. Кидаю, наверное, 10 кормушек кину туда. Так, прикормка все равно немного недоувлажненная, но это не беда, потому что я буду резать опарыши, и им доувлажню это все. Делаем 10 кормушек кинем. Ждем секунд по 20, наверное, и выдергиваем. Выдергиваем вот так вот, чтобы из кормушки высыпался весь корм в точку. И так повторяем 10 раз. Можно не 10, можно 5, 7. Я сделаю 10, потому что я всегда так делаю. Кидать, конечно же, стараемся в одну точку. Прям вот реально в одну точку. Разброс плюс-минус метр, наверное, допускается. Но чем холоднее вода, тем надо больше попадать в точку, концентрировать рыбу в одном и том же месте. Так, подсак сюда тоже под руку, чтобы было удобно. Сейчас закормлю и покажу вам сам монтаж, что как сделано. Так, ребят, закормил я. Вытаскиваем последнюю кормушку и сейчас покажу вам по снастям, что я использую и как я использую. В общем, давайте с удилища начнем. Удилище — это Кайда Альбатрон 3.6, тестом до 120 грамм. Катушка — это флагман, тут уже все стерлось. Как-то она S-River, по-моему, называется. Прикольная бюджетная катушка. Стоит в районе 4, что ли. И, как вы видите, она у меня и в грязи, и так, и сяк. Вообще фидерная рыбалка — это грязная рыбалка, потому что постоянно с прикормкой работаешь. И служит верой и правдой. Шнур 0,1 намотан дунаевский. Потом, получается, мы делаем здесь просто петлю. Вот узелок. Здесь двойная петля у нас. Просто это удобно. Двойная петля. Потом стоит стопорок, чтобы узел не разбивался вертлюгом. На вертлюг мы вешаем кормушку. Здесь у нас бусинка. К бусинке привязан фидергам. Фидергам — это вот такая вот резина, которая тянется. Все. Вот он наш весь монтаж. Сюда, наконец, фидергама мы вешаем наш поводок. То есть леску с крючком. Где-то он у меня был уже готовый. Просто не заморачивайся. Наверное, на камеру это не будет видно. Петля в петлю. Вешаем наш поводок. Что ж такое, все везде цепляется, сноровку потерял, пока не рыбачил, блин. Поводок у нас, ребят, сантиметров 70. Леска для поводка — это дунаевская леска 0,104 с разрывной нагрузкой кило 170. Крючочек у меня сейчас стоит такой Овнер Пинхук 14 номера. То есть крючочек маленький, но поверьте, на этот маленький крючочек можно вытащить леща по 2 килограмма спокойно. Да, ребята, и на эту леску тоже можно вытащить спокойно рыбу даже по 3 килограмма. Все благодаря фидергаму. Когда рыбы делают резкие рывки, фидергам тянется вот так вот
и тем самым не дает оборваться поводку. Ну, плюс, конечно, еще нужен здравый смысл, работа удилищем, ну, ароматизация рыбы, чувствуете рывки, вы, значит, ну, удилищем тоже делаете рывки, чтобы все было четко. Так, начнем мы. Да, что такое? Кстати, да, хотел показать мотыль, как вы видите, уже почти весь промылся. Сверху остались уже, ну, наверное, да, в большей части мертвые личинки. Мы их не выкинем, мы их засунем сюда в прикормку. И пускай туда рыбе это тоже попадет. Сольем лишнюю водичку с мотыля. То есть теперь у нас здесь полностью весь живой мотыль. Берем и насаживаем 3 мотылика. И одного белого опарыша. То есть вот так вот у нас получается насадочка. Этого вполне достаточно. Забиваем кормушку кормом и закидываем в нашу точку улова. Оп. Все, ребят, фидер закинут. Ждем поклевки. Но нет, не ждем поклевки. Ставим таймер. Где-то здесь у меня есть таймер, инструменты, секундомер. И запускаем. Зачем он нужен? Сейчас, поначалу, каждые минуты 2 мы будем делать перезаброс. Чтобы, ну, в течение часа, наверное, чтобы насытить точку. Кстати, ребят, уже есть поклевка. Уже была какая-то поклевочка. Сейчас что-то поддернуло. Чтобы насытить точку прикормкой. Смотрите, дергает, дергает. Ну-ка. Что, ребята, есть первая рыбка. Небольшая, но что-то есть. Маленький подлещик. Но если есть маленький, значит придет и большой. Да что ты будешь делать? Давай вытаскивайся. Оба. Вот такой вот, ребят, первый маленький подлещик идет в садок. Не переживайте, вся рыбка будет опущена обратно в свою стихию. Но это класс, есть первый подлещик. Сейчас переставлю камеру и продолжим. Первый запрос, первая же рыба, а это означает то, что в принципе мы точку выбрали правильно и надо дальше ею заниматься, раскармливать. Сейчас попробуем порезать опарыша, чтобы туда добавить. Что нам создает опарыш резанный? Ну, во-первых, он создает муть, которая привлекает рыбу. Во-вторых, ребята, опарыш это чистый белок для рыбы. Ну и не только для рыбы, опарыш это вообще чистый белок. И давайте попробуем красного опарыша сейчас насадить. Посмотрим, захочет ли рыбка клевать на красный опарыш. И рыба чувствует этот белок и, конечно же, к нему приплывает. Потому что, ну, опарыш, это, скажем так, неестественная еда для рыбы. Это просто, скажем так, по инстинкту она к нему приплывает. Мотыль, да, естественная еда для рыбы. Червь тоже естественная.
Но опарыш это вообще неестественная еда. Но рыба его очень любит. Так, закинули. Есть вот такая штука, называется... Не помню, как она называется, но вообще она, по идее, изначально создана, чтобы резать там овощи какие-то, еще что-то. Вот так вот. Насыпаем в нее опарыша. Я хочу добавить туда немножко концентрат. Ну, ароматика, большая рыба. Хочу вот так вот добавить. Пущай будет. Чтобы запах аммиака немного убрать. Закрываем крышечкой. И простыми движениями, типа вот так вот, у нас режется опарыш. Оп, клюет, клюет, клюет. Оба. Есть, ребята. Но это уже что-то побольше немножко. Поводок тоненький. Сильно не пытаемся это дело, скажем так, форсировать. Потихоньку, аккуратненько поднимаем рыбу со дна, чтобы не оборвать наш поводочек. Наверное, зря я это делаю. Ну ладно. Вроде выдержала леска. Ребята, это уже у нас плотвичка. Вот как раз понадобится экстрактор, потому что она довольно-таки глубоко заглотила наш крючочек. В общем, крючок очень глубоко. Чтобы не травмировать рыбу, я обрежу крючок. Вот такая замечательная плотвичка. Идет тоже в садок. Немного выточила, но надеюсь, с ней ничего страшного не случится. Да, ребята, по поводу крючка. Если вам рыба не нужна, как мне, то, конечно же, если она глубоко заглотила это все дело, то проще, конечно, обрезать крючок, чтобы не травмировать рыбу. Он у нее перегниет, и ничего с ней страшного не случится. Конечно, кто-то скажет, ты видел цены на крючки, но что поделать? Это мой стиль рыбалки. Как говорится, поймал, отпустил. И к рыбе я отношусь очень бережно. Иногда можно за одну рыбалку умотать 1,5, а то и 2 пачки крючков. Иногда в рыбе оставляешь, иногда, когда ловишь на, скажем так, какой-то ракушке, на каком-то камушке, крючки. Когда ты берешь хорошие, качественные японские крючки, они тоненькие, острые, но имеют свойство быстро тупиться об камушки. Поэтому надо их менять. А тупой крючок — это, конечно же, сходы рыбы, холостые поклевки, то есть нет засечки. Так, надеваем также 3 мотылика, пока это все идеально работает. И одного опарыша. Так, положу пока сюда. Хочу вам показать, что у нас здесь произошло. Так, надо еще, наверное, покромсать. В общем, здесь, ребят, у нас получается вот такая вот жижа. Ну, реально просто жижа. Мы эту жижу выливаем вот так вот в прикормочку.
Так, это пока сюда положим. Это тоже сюда. В общем, эту жижу выливаем вот так в прикормочку. Оба. О, я вспомнил, как это называется. Ебушилка. И у нас вот здесь получается срезанный опарыш. Почему-то не очень хорошо порезанный. Иногда ножницами режется лучше. Есть еще специальные ножницы, которые, ну, для зелени, может, вы видели. Такие там с 5 лезвиями. Ими тоже можно резать. Ладно, не суть. И теперь мы этого опарыша между прикормкой к пробкой засунули в кормушку, чтобы он у нас достал дна. Хоп, закинули. И тем самым мы сейчас сможем привлечь чуть-чуть побольше рыбки. А может быть и покрупнее чуть-чуть рыбку. Да, что-то в этой ебушилке. Только сегодня новую купил, потому что старая была не помытая, грязная, с плесенью. Уже там все такое деревянное было. И что-то она не очень хорошо режет. Ну да бог с ним. Будет такой опарыш, ничего страшного. Просто надо будет побольше покромсать, наверное, его. Но самое практичное, ребят, ножницы. У меня сейчас с собой их тоже нету. Так-то они есть, но я их забыл в гараже. Поэтому сегодня, когда заезжал утром на садовод за опарышем-мотылем, увидел эту ебушилку и пришлось купить, чтобы нарезать опарыша. Живого опарыша добавлять не особо вам советую, потому что, ну, он может привлечь очень много, скажем так, окуней, непонятной рыбы. И, то есть, ну, рыба, скажем так, особенно лещ, он не любит, когда, вот опять поклевочка, когда что-то, скажем так, на дне ползает. Можно, скажем так, оба, есть, ребята, можно заморозить опарыша, чтобы он погиб, или затопить в кипятке его, чтобы он, короче, не ползал снизу. И тем самым, сорвалась вот тут у берега, и тем самым, ну, скажем так, это будет лучше для рыбы, скажем так, утопленный опарыш. Кстати, очень хорошо тоже иногда работает, лучше, чем резанный, но, как сказать, к этому надо подготавливаться. Это надо его дома, скажем так, заранее съездить купить, дома его затопить или заморозить, кто там, кому как больше нравится. Способов много, скажем так, его обездвижить. Но не всегда, скажем так, есть возможность поехать, допустим, на тот же сам садовод, заранее, за день до рыбалки все купить, приехать домой. А обычно ты с утра едешь на рыбалку, заезжаешь туда, потому что там все работает с самого раннего утра. И довольный потом едешь на рыбалку. Почему, ребят, садовод? Да все очень просто. Во-первых, потому что, ну, цены. Давайте говорить адекватно, цены в садоводе очень дешевые. Во-вторых, это ассортимент. Если вам нужна какая-то прикормка, именно определенная, вы точно ее найдете на садоводе. В рыболовном магазине везут только то, что чаще всего люди покупают. Но что чаще всего люди покупают, это не значит, что на это лучше ловится. Скажем так, у вас должны быть, ну, наработаны своя система, свой состав прикормки для определенных мест. Смотрите, только закинула поклевка. Свой состав прикормки для, ну, на определенные места, для определенных условий, для определенной погоды. Но это все приходит с опытом. Опять рыбка. Вообще классная рыбалка. Надеюсь, и побольше рыбка подойдет. Эх, опять сошла, что ли? Эх ты. Рано подсек. Но ничего страшного. Во-вторых, ну, зайдите просто в магазин, в рыболовный, и спросите, сколько у них будет стоить пол-литра опарыша. Если он у них вообще будет. Скорее всего, его там не будет. В обычных рыболовных магазинах продают
Ну, вот эти вот маленькие баночки с опарышем. Там не знаю сколько, грамм по 20 его. И стоят они, по-моему, 50 рублей. Ну, в зависимости от магазина. И вы представьте, сколько вам надо взять баночек, чтобы, ну, у вас получилось вот такое вот ведро, как у меня опарыша. А на садоводе есть одно место, где я это покупаю всего лишь за 350 рублей. Вот это количество опарыша было куплено за 350 рублей. И насадочный мотыль вот этот тоже, такое большое количество, было куплено за 100 рублей. Что-то зацепил. Надеюсь, крючок на месте. Сейчас проверим. Так что, ребят, поэтому садовод. В плане экономии, в плане количества и в плане ассортимента. Ладно, ребята, буду пока ловить. Чуть попозже подключусь, расскажу, что происходит, что делал. И что-то интересное по-любому расскажу, так что не переключайтесь. И да, ребят, не забывайте, палец вверх, подписку на канал, пишите в комментариях все, что непонятно, объясню, расскажу, всегда отвечаю. Также видео выходит не только на ютубе, можете смотреть это на Яндекс.Зен, ВК-видео, Рутуб, на все ссылочки будут в описании. И да, ребят, не забывайте, скоро начнут выходить ролики про работу в такси, тоже прошу милости, смотрите, лайфхаки буду рассказывать, свои смены показывать, сколько можно заработать, нюансы всякие. В общем, будет интересно. Ладно, не переключайтесь, мы продолжаем ловить. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну что, ребят, пришел местный рыбоинспектор. Смотрите, как смотрит на меня, как будто я ему что-то должен. Ладно, дадим ему дань, чтобы он кушал. На, кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Все, пошлина заплачена, можно ловить дальше. Прошло примерно 1,5 часа рыбалки. Одно такое корыце я уже скормил. И сейчас... Где моя леска? Нарезал опарыша во второе корыце. Перемешал уже его с прикормкой. Даже вижу, что нарезанного опарыша хорошо рыбка отзывается. И перемешал уже сразу с кормом его. И продолжаю ловить. Большой рыбы нету от слова совсем. Ну, большой я подразумеваю хотя бы там грамм 400. Нету, поклевывает плотвичка. Ну, кстати, плотвичка неплохих таких размеров. И маленький-маленький подлещик поклевывает. Плотвичку тоже очень приятно достаточно ловить. Она такая дерзкая, бойкая. При вываживании кайф свой, скажем так, получаешь. Точку не менял. Все, остаюсь на той же точке. Думаю, смысла менять ее нету никакого. Потому что, ну, как я сказал, рыбка поклевывает. Небольшая, но поклевывает. Оба. Как сказать, свой кайф можно получить от любой рыбалки, даже ловя небольшую рыбку, но в количестве. Не скажу, что я поймал там 100 штук, но рыбка есть. В конце видео, конечно же, все покажу. Весь улов, что удалось поймать. И я, по-моему, забыл вам рассказать по поводу точки лова. Как искать точку лова, у меня есть видео на канале, ссылочка в описании будет. И просто скажу, где остановился я сегодня. Это перед первой бровкой, перед первым свалом нашел переход с песка на камушек. И на этом переходе я встал. Вот прямо на песочке, на этом переходе перед камушками я встал. Отличное место для плотвы на самом деле. Ну, как показывает практика, она и клюет. Можно было поставить поводок подлиннее. 2 раза у меня срезало крючок. И, ну, саму леску я не менял. И только, скажем так, поводок становился меньше-меньше, на ту же самую леску и надевал. Сейчас он, ну, сейчас посмотрим, сколько он сантиметров. Сантиметров 50 от фидергама он максимум. Ну,
пока хватает. Можно было бы, конечно, сейчас попробовать поставить побольше поводочек, для того, чтобы плотвичку половить в активном слое, ну, в слое воды, не на дне. Но я все-таки питаю надежду на подлещика. Поэтому я сейчас очень сильно увлажнил прикормку. Чуть ли не для состояния пластилина. Сделал ее очень инертной. Для того, чтобы она меньше пылила, меньше привлекала плотву. Да, ребят, можно с прикормкой тоже так играть и под разную рыбу, скажем так, подбирать ее. Хоть состав один и тот же, но способом увлажнения это все немного контролируется. Как вы видите, она прям, ну, реально как пластилин какой-то стала. Надеюсь, сейчас это поможет, чтобы привлечь подлещиков. Тут есть подлещик, как бы, это я знаю. Может быть, конечно, сейчас в такую погоду уже пошел куда-то более глубокие места, что более вероятно. Но вроде бы еще не так холодно, и по идее, он должен еще и здесь ловиться, но ладно. Как говорит, мы же не знаем, что там в голове у этого подлещика. Будет клевать замечательно, нет, я и плотвой доволен, я, самое главное, ну, избавил себя от ощущения, что давно не был на рыбалке, я уже кайфанул. Погода сегодня прекрасная, ветра нету, достаточно тепло, сейчас градусов 12, наверное, на улице. Я даже взял зимнюю обувь, но, как вы видите, сижу в кроссовках, и мне достаточно костюм рыболовный, под ним только термобелье. Достал меня этот вертолет уже, он уже раз, наверное, 8-й пролетает надо мной. Здесь недалеко есть аэродром такой, какой-то там учебный, что ли, не учебный. В общем, Быково, по-моему, там аэродром есть. Тут самолеты иногда летают, эти кукурузники. Так что вот такие вот дела. Попил чай, скушал шоколадку. В общем, полностью наслаждаюсь природой, отдыхом. Посижу еще, сейчас время у нас 12:30, ну, по-любому еще пару часиков посижу, надо скормить вот это еще ведерко, и там еще, наверное, с пол-ведра прикормки осталось. Ну, надо, как все скормлю, так поеду. Планов на сегодня не очень много, ну, надо там в гараж заехать, сделать кое-какие дела. На работу сегодня не пойдем, на работу завтра стартуем, и тоже буду снимать ролик, так что милости прошу, заходите, смотрите, может быть, вам понравится. Ну, те, кто не знает, сейчас я работаю в такси, и ролики будут тоже про такси. Да, ребят, многие спросят, а где купить там что-то, это и это, то. Смотрите, рекламировать ничего сильно не хочу. У меня в гараже очень много барахла, которым я, в принципе, не пользуюсь, а пользуюсь вот единичными вещами. Все, что вы тут у меня видите, это то, что мне реально зашло и реально понравилось. Поэтому на все, что я найду, что у меня сейчас есть, что реально качественно, что реально достойно и стоит покупать, я ставлю ссылочкой в описании, так что заходите, смотрите, можете приобретать. Да, эти ссылочки будут реферальные, мне какая-то копеечка с этого упадет, но там такие мелкие деньги, так что оба. Есть, ребятки, опять, судя вот по поклевке, это была опять плотвичка, вот эта дерзкая поклевка, так дерзко тоже поддергивает, и причем это маленькая плотвичка, большие лещи клюют аккуратнее, чем эта плотвичка мелкая. Да вообще, чем крупнее рыба, тем как бы деликатнее поклевка у нее. Ну, если мы не берем в расчет сазанов там и все тому подобное. Да, ребята, это плотвичка. Нормальная мерная плотвичка для этой реки. Ну, здесь, конечно, есть побольше, да и в садке у меня есть побольше. А так вот такая плотва. Конечно же, как я уже сказал, вся рыбка пойдет потом обратно домой. Мне она не нужна, поэтому я с ней обращаюсь очень аккуратно, чтобы она выжила, давала потом свое потомство. Может быть, радовал других рыбаков, если вы поедете на рыбалку. Может быть, вы поймаете ту же самую рыбу, что и я ловил, и потом отпустил. А если бы не отпустил, вы бы не поймали бы ее. Вот так вот.
Пробовал я ловить чисто на опарыша, пробовал чисто на мотыля. Поклевки тоже какие-то есть, но все равно 3 мотыля и 1 опарыш работает лучше всего. Поклевки быстрее. И какие-то они более, скажем так, уверенней. Просто мотыля бывает, что обдирает, и ты не успеваешь засечь. Так что вот так вот. Как я уже совсем забыл, ребят, как ловить в будний день. Работал 5-2 раньше. И, соответственно, всегда на рыбалку ездил только в выходные. Это много народу, это какие-то пьяные посиделки, шашлыки и все тому подобное. А здесь кайф. Там справа кто-то ловит, да. Столько мест свободных. Сиди, выбирай, какое хочешь место. То есть, тишина, спокойствие. В общем, оба. Сущий кайф ездить в будни на рыбалку. Так что, если вы соберетесь в будни поехать на рыбалку, то, конечно же, это будет лучше намного, чем в выходные. Да, понимаю, не все могут в будни ездить. И в выходной можно поехать и тоже насладиться рыбалкой. Правда, это будет, не настолько большое наслаждение, как в будни, в тишине и спокойствии, но тоже можно насладиться. Он, кукурузник, полетел. В общем, пилоты проснулись, начали летать. Что пока еще вам рассказать интересного про рыбалку, не знаю. Вроде все по стандарту, все, как скажем так, в учебнике написано. В каком учебнике не скажу, потому что такого, нет, по-любому, наверное, существует все-таки какой-то обучающий учебник по рыбалке, но мы живем в 21 веке, и все учатся на видео. Я также в свое время учился на видео знаменитых спортсменов и, в принципе, оттуда все усваивал. Потом, конечно, когда начал более-менее разбираться, появились какие-то свои тактики, свои составы прикормок, свое понимание точки лова, в какой день, в какую погоду и где искать рыбу. Но все это приходит с опытом. И сразу, не будет рыбалок таких, где можно ловить много-много рыбы. Не, будут такие рыбалки, потому что, раз в год палка стреляет, скажем так, и ты спокойно можешь сидеть и попасть в рыбу и целый день ловить на одного червя и уйти с большим садком рыбы там, да, если вы ее забираете. Но, как тоже показывает практика, очень часто товарищ у меня есть, да, он как, к рыбалке относится так, он любит рыбалку, как бы уважает рыбалку, но он к рыбалке относится так. Если рыба не клюет, значит, погода плохая, полнолуние, ветер северный, давление высокое и все тому подобное. То есть он не пытается что-то сделать, не пытается изменить точку, не пытается сменить наживку, поиграться с прикормкой, а это на самом деле все решает. И по практике, конечно же, я не хвалюсь, не горжусь этим, но мы можем сидеть вместе ловить, да, на одном и том же водоеме. Он поймает 2 рыбки, я поймаю 40 рыбок. Так что вот так, ребят, надо всему учиться. Рыбалка — это тоже, искусство, которое надо понимать, надо знать. И если во всем в этом разбираться, то можно успешно ловить рыбу. За последние года 3 тоже не горжусь ничего, но у меня не было ни такой рыбалки, что зимой, что летом, чтобы я не поймал ни одну рыбу. Кое-одну даже, с пятак рыбы не поймал. Даже вот сегодня, не очень хорошо клюет, но как бы рыбка есть. Рыбка есть, оба. Вот она, рыбка есть. И, скажем так, надо просто подобрать ключик, разобраться, чтобы у вас было свое понимание, какую прикормку использовать. Просто на этом месте я не первый раз, и я примерно понимал, что мне надо по прикормке, какие мне нужны запахи. Вот маленький подлещик. Вообще очень-очень молодой лещ. И вся рыбка сегодня примерно вот такого размера. Вот такая. Ладно, иди в садок, потом поплывешь.
Так что вот так, друзья, буду дальше ловить, еще включусь, расскажу, как что происходит, что делал, что не делал. Ну, а вам желаю приятного просмотра дальше и не переключайтесь. Кс-кс-кс. Ну что, ребята, в общем, немного все пошло не по плану. Вы сами все видели. Пришел народ, пришел мужчина. Он живет прямо рядом с речкой. С этой я увижу уже не первый раз. Он со мной болтал, наверное, часа 3. Да, он, конечно, видел, что я снимаю видео. Он даже меня узнал. Но как-то, не знаю, мне было не по себе. Что-то, снимать, разговаривать с вами, пока мы с ним общались. И сказать ему, конечно же, да, я займусь своими делами, тоже не культурно. Так что вот так. Потом подъехал еще один мужчина, говорит, а вы скоро тут уезжать будете, а то я хочу тут на ночь. Я говорю, ждите, сейчас я уже буду собираться и все тому подобное. В общем, не дали мне нормально доснять ролик. Давайте расскажу вам так. В общем, ничего по итогу не менял. Дистанция была все то же самое. Рыбка... в конце я подснял немного видео, вы увидите, что ее не очень-то много, но и немало. Жалко, что не было крупной рыбы, я думаю, ничего страшного, потому что кайф я свой получил, на рыбалку давно не ездил, и все равно даже половить такую плотвичку было в кайф. Да, сегодня одолела меня плотва, подлещиков было прям раз, два, три, 4, наверное. Остальное все плотва была. Покрупнее была помельче. Но еще плюс рыбок 5, наверное, я скормил этому коту. Потому что он до сих пор сидит там, тусуется, не уходил и все жрал. В общем, какой-то мега голодный кот. Мне его было жалко. И он был накормлен мною. Рыбка вся поплыла обратно домой. То есть вся рыба была отпущена. Даже этот, который мужчина пришел и, собирается сейчас ночь ловить, говорит, а если вам рыба не нужна, может быть, мне отдадите? Я сказал нет, потому что у меня такой принцип, поймал, отпустил. И рыбку все отпустил обратно в водоем. Пускай живет, пускай радует других своими поклевками и размножается. Чем больше людей будут так поступать, я уверен, тем больше рыбы будет в наших водоемах. Так что вот такие, ребят, дела. Конечно, я немного расстроен, что не получилось видео доснять нормально, а как-то через костыли и непонятно. Но ладно, как было, так было. Может быть, это моя стеснительность об этом играет. Можно было бы сделать морду кирпичом и продолжать снимать свои видосики и радоваться. Но не знаю, может быть, в дальнейшем что-то в себе поменяю. В общем, рад, что вы посмотрели этот ролик. Попрошу вас палец вверх, как обычно, подписаться на канал. Завтра уже буду снимать ролик про работу в такси.
Так что подписывайтесь обязательно на канал, кому это интересно. Ну и кому рыбалка тоже интересна, тоже подписывайтесь, потому что ролики про рыбалку тоже будут выходить. Про работу, про рыбалку. В общем, я уже все рассказывал в отдельном ролике. Всем, чем я пользовался, напомню, на все ссылочки оставлю в описании. Все проверенное. Оставлю только на то, что мне реально нравится и что я могу посоветовать. На всякое барахло ссылок в описании не будет, потому что вам это не надо. И мне тоже не надо, чтобы вы тратили свои деньги на какое-то непонятное барахло. А на стоящие вещи, которые действительно помогают в рыбалке и ими приятно пользоваться, все ссылочки будут в описании. В общем, всех приобнял. Завтра такси. Сейчас еду домой. Сначала в гараж, выгружаю все, потом домой, ужинаю. Хотел сегодня еще помыть машину, но, наверное, уже не успею, потому что подустал. Ладно, рад, повторюсь, что вы посмотрели этот ролик. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.